Всем привет! В этом видео я хотела бы рассказать о том, что мне не нравится в Южной Корее. Перед тем, как вы начнете смотреть это видео, хотелось бы отметить то, что это только мое мнение. Я думаю, что в Корее есть вот такие вот отрицательные стороны, в то время как для другого человека тут могут быть другие минусы и другие плюсы. Поэтому не судите строго. Давайте начнем наше видео. На самом деле мне очень многое нравится в Корее, и я долго сидела и думала, какие же тут могут быть минусы. И первое, что мне пришло в голову, это экология страны. То есть в Корее стоит проблема мелкой пыли и желтых бурь. Многие корейцы заверяют, что причина таких желтых бурь и мелкой пыли – это заводы Китая. То есть все отбросы заводов Китая, они ветром переносятся на территорию Кореи. Но, например, если почитать европейские статьи, там японские, китайские статьи, то многие заверяют, что в этом виноваты и сами корейские заводы. На самом деле тут же замешана политика, поэтому я не буду углубляться в причины возникновения вот таких вот экологических проблем. Об этом вы можете почитать сами. Когда я только приехала из Казахстана, я удивилась, насколько же большое внимание тут уделяется проблемам воздуха. То есть, например, люди перед тем, как выходить на улицу, они проверяют не только температуру воздуха, как у нас в стране, но и уровень пыли. Если уровень пыли высокий, то обычно тут многие носили маски. Во многих общественных местах, таких как университеты, библиотеки, банки и так далее, стоят очистители воздуха. В новостях также предупреждают о том, в какие дни будет высокий уровень содержания пыли в воздухе. А в сами дни с высоким содержанием пыли от правительства приходят аварийные сообщения, в которых правительство просит граждан воздержаться от выхода на улицу. Именно из-за таких экологических проблем многие корейцы носили маски еще до наступления короны. Поэтому переход на такой масочный режим, мне кажется, Корее дался намного легче, чем, например, Казахстану или России. Второй минус, который мне пришел в голову, это высокие цены. Я знаю, что сейчас со мной многие начнут спорить и говорить, что в Корее же высокие зарплаты. На самом деле, да, в Корее высокие зарплаты по сравнению с Казахстаном, Россией и другими странами СНГ. Тем не менее, у нас в странах СНГ, мне кажется, есть такой стереотип о Корее, якобы тут все поголовно богатые. Даже перед тем, как я уезжала из Казахстана в Корею, моя коллега по работе сказала: ну хорошо, ты уезжаешь в богатую страну, где каждый живет в роскошном доме, с роскошными машинами и так далее. Мне кажется, дорамы тоже повлияли на формирование вот такого вот стереотипа. Когда я рассказывала своим знакомым корейцам, коллегам, то есть студентам в моем университете о том, что существует вот такой вот стереотип, все в ответ начинали грустно смеяться. То есть в Корее, несмотря на такие высокие зарплаты, жизнь все-таки остается дорогой. И из этой вот дороговизны жизни вытекают очень много серьезных последствий. Многие корееведы, наверное, знают то, что в Корее существует такой термин, как сампо седе. Сам это с корейского языка переводится как три, по имеет значение сдаваться, седе это поколение. То есть под сампо седе имеется в виду поколение, которое отказалось от отношений, брака и детей. Насчет владения собственным домом хотелось бы отметить то, что для многих корейцев очень сложно приобрести именно свой дом, особенно в столице, то есть это почти невозможно. В Корее многие считают то, что СНГшники, особенно россияне, очень хорошо пьют. Но пожив в Корее какое-то время, я поняла то, что корейцы то не отстают в этом деле. То есть алкоголь тут употребляют не только на праздниках, но и просто при встрече с друзьями, с коллегами и даже с профессорами. Кстати, особенно в таких бизнес-районах, как Каннам, можно часто увидеть работников офисов, неважно, женщин или мужчин, в нетрезвом состоянии, которые просто лежат на улице без сознания. Соджу, то есть это рисовая водка корейская, она довольно дешевая, и ее можно приобрести в любом маленьком магазинчике. Как мне показалось, в Корее много преступлений совершается именно людьми в нетрезвом состоянии. Кроме этого, меня поражает тот факт, что временами, когда ты говоришь «я не пью», люди начинают тебя уговаривать выпить. В Корее существует такая вещь, что когда тебе старшие по должности или старший по возрасту человек предлагает выпить, ты не можешь отказаться. То есть некрасиво отказываться. Но хотелось бы отметить, что сейчас все намного лучше, то есть твой выбор не пить или пить уважают, особенно в молодых компаниях. А в-четвертых, хотелось бы сказать то, что в Корее, как мне показалось, очень много внимания уделяется внешности человека.
То есть, естественно, такое есть и у нас, и в странах СНГ, но в Корее это чувствуется, мне кажется, особенно остро. Может быть, именно из-за этого в стране очень развита косметология и пластическая хирургия. И в интернете, и в центральных районах Сеула просто со всех сторон атакуют рекламы клиник пластической хирургии, различных косметических брендов и так далее. Недавно я посмотрела дораму «Истинная красота», на корейском называется «Йошин Кангним». Эта дорама стала одной из моих самых любимых. В общем, в дораме показывается именно вот такая вот сторона Кореи, такая вот проблема, излишнее внимание к внешности человека. Естественно, в сериале все очень утрировано, преувеличено, но доля правды в этом тоже есть. Помню, что когда я учила корейский язык, мы обсуждали с профессором то, что внешность может быть одним из критериев приема на работу. И о таком я также слышала и в Корее. Также, как мне показалось, большое внимание уделяется брендовым вещам во время скидок, особенно на Рождество. В такие лакшери бренды, как Gucci, Chanel и так далее, выстраивается просто огромная очередь. Ну и самый последний минус, то, что меня, наверное, больше всего пугает в Корее, это какое-то невероятное количество стресса. Когда я учила корейский язык в Казахстане, я не понимала, почему все корейцы, которых я встречаю, очень сильно стрессуют. В Казахстане меня обучали корейскому языку профессора из Кореи, и также на подработках я встречала очень многих корейцев, и все как один очень сильно стрессовали. Один из моих профессоров в университете даже как-то угрюмо пошутил. Он сказал: когда идет дождь, я стрессую от того, что идет дождь. Когда хорошая погода, я стрессую от того, что хорошая погода. Так вот, приехав в Корею, я поняла, я ощутила на себе это какое-то невероятное количество стресса. Сейчас, в общем, 10:30 вечера, я только вышла вот с класса, где у нас проходила лекция. Вообще в шоке, ужасно сложная лекция. С друзьями опять решили поменять расписание, потому что если мы останемся на этих лекциях, которые мы прослушали на этой неделе, мы точно, наверное, их завалим и пойдем на переслушку. Это вообще что-то нереальное в этом семестре происходит, не знаю вообще почему. Я даже не могу назвать причину моего стресса, потому что таких причин очень много, и у каждого человека они разные. Самое интересное, что пообщавшись с иностранными студентами, с просто иностранцами, которые долгое время живут в Корее, я поняла, что это не только у меня так, что такое произошло со всеми иностранцами. Мне кажется, отчасти у всех появляется стресс из-за того, что в Корее всегда нужно быть на высоте, то есть всегда нужно делать все ёльщими, то есть усердно работать, усердно учиться, заниматься спортом, усердно жить и так далее. И мне кажется, из-за этого временами появляется ощущение, что бы ты ни делал, по-любому этого будет недостаточно. Насколько вы знаете, в Корее очень высокий уровень суицидов. В Сеуле существует мост, с которого очень много людей совершили суицид, то есть спрыгнули, и правительство решило реставрировать этот мост. Его полностью реставрировали и к тому же написали туда слова поддержки. Правительство, естественно, очень активно борется с этой проблемой, то есть везде существуют горячие линии, по которым можно позвонить в экстренных ситуациях, проводятся бесплатные консультации. Недавно даже от моего университета я получила имейл, где мне предлагали прослушать лекцию специально для магистрантов о том, как бороться с стрессом, связанным с учебой. Еще раз хочу напомнить то, что это мое личное мнение, то есть у каждого человека могут быть свои минусы и плюсы. Если вам кажется, что я что-то не назвала, что-то упустила, напишите это в комментариях, вместе обсудим. Ну и на этом хотелось бы завершить данное видео. Хочу сказать то, что несмотря на все ее минусы, Корея — это очень классная страна, которую хотя бы один раз в жизни, мне кажется, стоит посетить. Но многие, кто собирается в Корею на долгий срок, то есть на учебу или на работу, мне кажется, должны знать то, что тут тоже есть минусы, и к этому надо быть готовым. Ну, на этом все. Увидимся с вами в следующем видео. Всем пока!